Привет, друзья и гости канала Алга Петербург. Я Саша Карельский, и сегодня мы будем говорить о творческой дружбе между мужчиной и женщиной. Кажется, она все-таки возможна. Лара Фабиан и Димаш Кудайберген познакомились еще в 2017 году, после того, как Димаш исполнил композицию «Адажио» на китайском конкурсе I'm Singer. Я хочу поделиться с вами историей знакомства этих двух уникальных вокалистов и раскрыть то, благодаря чему их дружба стала очень крепка. Предлагаю начать с небольшой исторической справки о Ларе Фабиан и самой песне «Адажио». Лара Фабиан родилась в Бельгии в январе 1970 года. Ее родители были итальянцами. Мать сицилийка, а отец фламандец. Детство вокалистки прошло именно на Сицилии, а потом ее семья эмигрировала в Бельгию. С самого юного возраста Лара знала, что станет певицей. Она училась в музыкальной и танцевальной школах, а потом в почетной Королевской академии Брюсселя, благодаря чему она и попала на конкурс молодых исполнителей, где выиграла 3 главных приза. И уже пару лет спустя она становится участницей Евровидения, где занимает 4-е место с композицией «Круиер». Канада, а точнее город Монреаль, провинция Квебек, стала домом для певицы в 1991 году, когда она получила награду за лучшую песню Квебека. Публика тогда наградила Лару теплотой и любовью за ее мощный голос и романтический репертуар. После этого новоиспеченная канадка устраивает полномасштабный концертный тур по Европе, где получает немало престижных наград, и в отдельном французском туре ее уже признают как звезду Франции. А позднее бесчисленные концерты начинаются и в США, где уже мастодонты шоу-бизнеса помогают ей стать мировой суперзвездой. Биография Лары Фабиан настолько насыщена, что изучать ее творчество весьма интересно. Ее потрясающий голос и очень чувственное исполнение всегда позволял ей дарить публике частички счастья. В особенности ее талант взаимодействия со зрителями выражается в песне «Адажио», над которой, к слову, работали такие маститые продюсеры, как Уолтер Афанасьев и другие известные личности. Не мудрено, что именно исполнение Лары Фабиан стало одним из популярнейших в мире хитов. Однако история самой композиции «Адажио» не столь однозначна. «Адажио» — это одно из самых популярных музыкальных произведений второй половины 20 века. История возникновения композиции «Адажио» загадочна и наполнена неподтвержденными фактами. «Адажио» переводится с итальянского как «спокойный, медленный музыкальный темп». Хоть и приятно считать, что великую песню «Адажио» написал композитор, который всю свою жизнь посвятил оперной музыке, это, к слову, Томмазо Джованни Альбиони, однако мнения музыковедов расходятся. Ходят слухи, что это всего лишь мистификация и фарс, автором которого является большой почитатель творчества Альбиони, продюсер и музыковед Ремо Джазотто. Ремо утверждал, что написал пьесу, которая основывалась на фрагменте из музыки венецианского композитора Томмазо Джованни Альбиони. Получается, что композитор эпохи барокко Томмазо Джованни Альбиони прославился на весь мир произведением, которого, возможно, и не сочинял. Так или иначе, кто бы ни является ее автором, композиция оказалась поистине популярной и принесла в мир музыки новые краски. А Джованни Альбиони, благодаря ей, получил заслуженную мировую популярность. У композиции «Адажио» существует огромное количество кавер-версий, аранжировок и интерпретаций. И даже не счесть, сколько исполнителей записало этот шедевр за всю историю. Наиболее популярные интерпретации «Адажио» прозвучали от следующих исполнителей: Дмитрий Хворостовский и группа «Кватро», квартет «Иль Диво», Тамара Гварцетелли, Сара Брайтман, Хосе Каррерас и другие. Конечно же, стоит добавить к этому списку и нашу героиню, канадку Лару Фабиан, чье исполнение оказалось особо проницательным. И похоже, что до сегодняшних дней она является самой популярной исполнительницей этой песни, как минимум за последние десятилетия.
Безусловно, все перечисленные исполнители – мастера своего дела, и каждый вложил душу в исполнение этого музыкального шедевра. Но сегодня, друзья, с вашего позволения, в особенности хотелось бы выделить исполнение «Адажио» от казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, который, на мой взгляд, подарил этой композиции совершенно новую жизнь. Впервые Димаш Кудайберген исполнил песню «Адажио» на 6-м туре крупнейшего во всей Азии музыкального конкурса I'm Singer в 2017 году. Димаш, являющийся самым молодым участником конкурса и завоевавшим сердца азиатской публики, уже в первом туре потрясал своим многогранным талантом зрителей в каждом новом выступлении. Однако в этом туре аудиторию ждала очень глубокая и непростая по исполнению песня «Адажио». И Димаш, благодаря своим выдающимся вокальным данным и гениальной аранжировке своего друга Ерлана Бекчурина, исполнил ее абсолютно по-новому. Великая композиция прозвучала из его уст просто превосходно, достав до самой глубины души каждого слушателя. Песня заиграла такими красками, что даже сама Лара Фабиан поздравила его с победой в 6-м туре этого конкурса, оценила это выступление и официально заявила о желании встретиться с Димашем лично. Как говорят казахи, есть два типа артистов. Те, кто еще идет на базар, и те, кто уже идет с базара. И, похоже, далеко не все артисты хотят принимать эти реалии. Но Лара оказалась мудрее других. Она сразу распознала в Димаше огромный творческий потенциал и проявила дипломатичное уважение к его таланту. И, конечно же, Димаш, имея такое примерное воспитание, с радостью и большим уважением принял эту дружбу. Стоит заметить, что канадская вокалистка была одной из первых звезд, кто посчитал за честь познакомиться с молодым феноменом и признать его талант. Впрочем, позже также поступил и Игорь Крутой, который уже давно знает Лару Фабиан по совместным творческим проектам и не только. В итоге получился интересный творческий треугольник: Лара Фабиан, Игорь Крутой и Димаш Кудайберген. Вы знаете, чувствуется, что у них точно есть какая-то мощная и невидимая творческая связь. Причем эта связь не только показывает пример звездной этики, но и реально рождает шедевры. К слову, совсем недавно эта звездная троица подарила миру суперкомпозицию Your Love, где слова написала Лара Фабиан, музыку написал Игорь Крутой, а непревзойденно исполнил Димаш Кудайберген. Вот это и есть настоящая дружба, которая точно не навредит человечеству. Что и говорить, ведь благодаря песне «Адажио» Лара Фабиан и Димаш Кудайберген подружились и продлили жизнь этой невероятной композиции. А как считаете вы?